Сегодня у нас в меню очень простой рецепт, который сможет приготовить каждый. И как из чего-то обычного можно сделать гораздо более что-то необычное. Нам потребуется лапша быстрого приготовления. 2 упаковки. Если у вас лапша корейская, то тогда 1 упаковка, потому что она толще, чем та лапша, которая продается на нашем рынке. Итак, далее. Молотый чеснок. 1-2 столовые ложки. Это в перемолотом виде. И, в принципе, все зависит от того, насколько вы любите чеснок и насколько острое вы можете есть. Поэтому либо 1, либо 2 столовые ложки в перемолотом виде. Это где-то около 5-6 головок чеснока. Тоже зависит от их размера. Далее, зеленый лук, 3 пера. Мы нарезаем кольцами. Количество зеленого лука тоже зависит от того, насколько вы его любите. И вообще, набор овощей может быть совершенно абсолютно любым. Я бы еще сюда грибов добавила к своему набору, но у меня их не было. Итак, кабачок у меня 50 грамм, половина луковицы, достаточно большой луковицы, морковь где-то 1/4 и капуста около 100 грамм. У меня вот такой набор овощей. Опять же говорю, вы можете добавить что-то по своему выбору, совершенно абсолютно любое. В принципе, все, что найдете в холодильнике. Итак, лук мы нарезаем с вами кубиками. Размер, в принципе, тоже не важен. Это зависит от того, как вы любите, и учитывать то, что если мельче нарезано, то быстрее приготовится. Капусту я нарезаю кусками в 1 сантиметр. То есть сначала полосками, а потом как бы на квадраты. Кабачок тоже нарезаю достаточно мелкими кубиками. Как нарезать овощи, вы выбираете сами. Опять же, повторю, что я бы еще добавила сюда грибов, но вот у меня, к сожалению, их не нашлось. И последнее – это морковь, которую я тоже нарезаю кубиками. То есть можно было, например, и кабачок, и морковь нарезать полосочками, но тогда, конечно, было бы гораздо труднее это готовить. С кубиками попроще. И вот он весь набор овощей, который я буду использовать. Теперь приступим к тому, что приготовим соус. Соус тоже простой и много ингредиентов для него не понадобится. Сахар пол столовой ложки или подсластитель по вашему выбору, например, стевия, соевый соус 1 столовая ложка, хотя тот, кто будет готовить это блюдо, вряд ли придерживается особо здорового питания, потому что это больше склонно, скорее всего, наверное, к фастфуду какому-то. 2 пакетика мы будем использовать не овощной, а именно суповой пакетик для соуса. То есть какой получится соус, острый или не острый, зависит от того, какая у вас изначально лапша, от остроты супового пакетика. Добавив 2 суповых пакетика от тех упаковок лапши, которые у нас есть, добавляем воду 3 столовые ложки. И все это хорошо размешиваем до однородности. Если у вас, кстати, есть и устричный соус, то его можно добавить 1 столовую ложку. Теперь мы доводим воду до кипения в таком количестве, чтобы ее было достаточно для варки. И когда она закипела, мы добавляем туда 2 овощных пакетика от лапши быстрого приготовления, которые у нас есть. И затем закладываем туда, собственно говоря, лапшу от 2 упаковок. Напоминаю, если у вас корейская лапша, то и одной достаточно, потому что она толще, и варить ее, кстати, надо дольше, 1 минуту. Если мы имеем дело с лапшой нашего рынка, то тогда 30 секунд, потому что она более тоньше, то есть для данного блюда. Теперь, после того, как мы отварили лапшу, мы должны слить ее на дуршлаг, чтобы с нее стекла вода. То есть пока что отставляем ее в сторону. Она остынет, это нормально, это не страшно. Теперь берем сковороду, заливаем туда растительное масло, 2 столовые ложки, в данном случае будет достаточно. Закладываем туда прежде нарезанный зеленый лук сразу, как налили масло, еще не нагрев его, и молотый чеснок, 1-2 столовые ложки по вашему вкусу. И начинаем нагревать масло вместе с зеленым луком и чесноком, постоянно его пассируя, перемешивая до того, как почувствуем явный запах обоих этих ингредиентов. И тогда мы закладываем мясной фарш. Это может быть говяжий, свиной, куриный, неважно, 150 грамм в данном случае. Если не едите мясо, можете вообще это пропустить, этот момент. Готовим мы на среднем огне до желаемой степени готовности. То есть вы можете протушить фарш или же хорошенько его обжарить. Это зависит от того, как вы любите. И тогда мы закладываем овощи.
Овощи мы готовим на сильном огне, все время помешиваем. То есть нам нужно, чтобы овощи были как бы полуприготовленные, то есть чтобы они сохранили свои вкусовые качества, да, то есть мы их не сильно тушим, не выгоняем из них всю воду, но тем не менее они уменьшатся в размере, по крайней мере, вдвое. И тогда мы закладываем лапшу, с которой уже стекла вода, и лапша к тому времени будет уже холодная, она немного слипнется, поэтому ее нужно будет разъединить. Удобно это делать азиатскими палочками. И заливаем сразу, как только заложили лапшу, соус. Теперь задача состоит в том, чтобы все это как можно лучше перемешать. Причем, когда мы заложили лапшу и залили соус, в этот момент мы уменьшаем огонь до среднего, перемешиваем, и как только все хорошо пропиталось соусом, и лапша, и овощи, мы заливаем кунжутное масло, 1 столовую ложку, опять все хорошо перемешиваем. И тогда наше блюдо готово, мы просто его снимаем с огня и можно подавать его к столу. Вы можете, кстати, есть это как горячим, так и холодным. Опять же, говорю, что это блюдо, оно, в принципе, напоминает любого рода фастфуд, который вы сейчас обычно покупаете и в местах, где продают фастфуд, и заказываете, например, иногда с доставкой. И перед подачей хорошо посыпать это обжаренными кунжутными семенами. Понадобится буквально щепотка, но в принципе это делать не обязательно. Это очень сытно. То есть лапша, в принципе, сама по себе, она не очень большого объема, а вместе с овощами объемы увеличиваются. И вот того, что мы с вами приготовили, вполне достаточно 2 людям, чтобы нормально покушать. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь. Здесь еще раз приведен способ приготовления и ингредиенты.